Привет, друзья! Сегодня у нас рецепт потрясающе вкусного печенья грибочки. Невероятно красивые, яркие подосиновики. Готовить такое сказочное печенье совсем не сложно. Справится абсолютно каждый. Праздничное печенье, которое можно подарить близким и друзьям. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Заварите вкусный чай и наслаждайтесь таким сладким, аппетитным, волшебным печеньем. Друзья, также хочу напомнить, что на моем канале уже есть простые рецепты самых разных грибочков. Если не видели, посмотрите. Ссылку на плейлист оставлю в описании под видео. В миску кладу размягченное сливочное масло, добавляю сахар, соль и все перемешиваю миксером до пышной светлой массы. Также по желанию сюда же можно добавить щепотку ванилина. Добавляю одно яйцо и сметану. Еще раз все перемешиваю. Всыпаю часть муки из общего количества, разрыхлитель и перемешиваю уже лопаткой. Теперь постепенно всыпаю муку, замешиваю мягкое тесто. Вот такой консистенции должно получиться тесто. Делю его на две равные части. И одну половинку теста смешиваю с 1 столовой ложкой мака. Вот такое тесто у нас получилось. Его мы будем использовать для ножек грибов. Тесто накрываю и убираю в холодильник примерно на полчаса. После охлаждения из теста с маком мы будем формовать ножки грибочков. Для этого сначала на весах взвешиваем кусочки теста по 20-22 грамма. И из этого кусочка теста сразу же формируем продолговатую ножку. Аккуратно перекладываем заготовку на противень, застеленный бумагой для выпечки. Таким же образом формуем все остальные ножки грибов. Поближе покажу, какой формы должна быть ножка грибочка. Выпекаю ножки в хорошо разогретой духовке до 180 градусов примерно 10-15 минут. А в это время подготовим заготовки для шляпок. Для этого отмеряем такое же количество теста, как и для ножек. Это примерно 20-22 грамма. Скатываем из теста шарик и перекладываем на тарелку. Шляпки грибочков можно оставить и круглыми, или по желанию сделать их более вытянутыми. Для этого формируем что-то похожее на конус. После выпечки они немного просядут и будут красивой формы. Ножки грибочков испеклись, достаем их и даем им полностью остыть. И теперь на полностью остывший противень выкладываем шляпки грибочков. Выпекаем их в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут. В еще теплых шляпках ножом делаем углубление для ножки. Такие заготовки удобно делать заранее. В один день испекли,
а во второй день все собрали и украсили. Для украшения грибочков я буду использовать молочный шоколад. Его нужно разломать на небольшие кусочки и растопить на водяной бане или в микроволновке. Заполняю углубление шляпки растопленным шоколадом и вставляю ножку. Убираю заготовки в холодильник примерно на 20 минут. Когда шляпка прочно соединилась с ножкой, украшаем ножку. Для этого опускаем ее в растопленный шоколад, а затем в мак. Снова убираем грибы в холодильник на минут 20. А в это время окрасим шоколад для покрытия шляпки. Добавляю растительное масло и пищевые красители. Красители добавляю понемногу, перемешиваю, добиваясь необходимого оттенка. Я использую пищевые красители, жирорастворимые, красного и оранжевого цвета. Финальные штрихи декорируем шляпку нашего подосиновика. Опускаем в шоколад и полностью покрываем шляпку. И цепляю грибочек за край широкой миски. Все грибочки отправляю в холодильник для полного застывания шоколада. Посмотрите на эту красоту! Прелестные волшебные грибочки, словно из сказки. И что самое главное, такое печенье вы можете без труда приготовить дома из простых продуктов, которые есть у каждого. Друзья, всем желаю удачной выпечки, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео.